Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила в обзоре новинок изделие, которое сейчас находится у нас в работе в ателье. Это блузон из натурального шелка. Вот вы видите, он собран на примерочку, заколоты боковые швы. Окончательно согласовывается дизайн. На примерке мы поймем, нужны ли нам вот подобные крылышки, которые будут заходить по боковому шву, или же нам достаточно будет сделать это изделие без рукавчика. Вот такое интересное облегченное решение. Вы видите, на ней сделана драпировка в районе горловины и груди. В эту драпировку заведены выточки, и также сделана дополнительно раздвижка, которая нам создала вот эти вот фалды, объем, вот такие как бы склады по переду. Также такие склады есть и на спинке нашего изделия. Все эти склады заходят в обтачку по горловинке. И что-то вот мне не хватало. Как-то было просто. Ну и клиент захотел сделать более нарядный вариант. И вот возникло такое желание вывязать красивое ожерелье, колье по нашей горловинке, по нашей обтачке. Это ожерелье вывязывалось крючком. На спинке у нас наше ожерелье, оно приходит к таким лентам, завязкам. То есть вот у нас здесь капелька, склады, и тут планируется или же возможно завязывать просто ленты, узелок, или же можно завязывать такой красивый бантик. Ну и хочется таки, наверное, ввести сюда вот это вот такое крыло. Но опять же, вы, дорогие друзья, можете поучаствовать в процессе, как на ваш взгляд это изделие, как вам оно ближе и по душе, с рукавчиком, крылышком, или же вообще без этих деталей, без рукавчиков. Поэтому можете написать свое мнение в комментариях. Мне очень интересно. Ну что, сегодня я представила вам модель этого платья, но больше мне хотелось сделать акцент на нашем украшении, на такой вот интересной выразительной детали. Когда я попыталась понять, как же будет создаваться это ожерелье, то первоначально я думала просто расшивать ниточками, нашивать эти бусинки. Но потом я поняла, что в принципе возможно это все вывязать. Но столкнувшись вот с такой задачей, у меня возникло достаточно как бы такое новое решение. И я поняла, что очень просто возможно вывязывать обычным крючком и нитками, ну, к примеру, или же акриловый ирис, или же любыми другими нитками можно вывязывать вот всевозможные такие красивые детали. То есть это может быть и бретельки на сарафан, это может быть и кокеточка, и даже маечка. То есть это все можно абсолютно элементарно и просто вывязать без особого труда.
То есть вооружившись крючком и бусинками. Ну, к примеру, я приобретала вот такие готовые бусики, разбирала их. Это горный хрусталь или стекло под горный хрусталь. Ну, одним словом, без труда их можно приобрести и потом из них изготовить вот подобного рода. Это даже может быть пояс вывязан. Ну, все что угодно. Ну вот конкретно вы видите готовое такое ожерелье, которое достаточно выразительно украсило нашу блузу и сделала ее очень нарядной. Занимаясь моделированием одежды и дизайном одежды, я люблю использовать различные декоративные элементы. То есть мне нравится делать интересные и аппликации, и композиции, и цветы, и банты, порой даже несочетаемые вещи, но добиваться гармонии, красоты. То есть разные находятся решения. Вот сейчас я хотела бы вам показать, как можно вывязать подобное украшение. Мы будем на маленьком фрагменте, покажу принцип, как это все вывязывать. Сейчас я вас посвящу вот в этот процесс создания такого колье, такого красивого украшения моей блузы. Приступим. Для нашего вязания, конечно же, нужен крючок. И что касается крючка, то он должен быть максимально маленький и тоненький, для того, чтобы возможно было им проникнуть в отверстие нашей бусинки. То есть он самый маленький и самый, который только может быть. Вот видите, у меня бусинка легко в него проходит. Бусинка прошла в него и не по всей длине, а вот здесь она хорошо и свободно в него вошла. Далее нам необходимы ниточки. Я, в общем-то, пробовала разными нитками, но это вы опять же сами должны попробовать, что вам больше придется по душе. Может быть, это и шелковые ниточки, может быть и хэбэшные, тоньше, толще. То есть варианты могут быть различные. Но, например, вот это вот была вывязана такая интересная тесемочка. Как бы вначале я думала делать на моей блузе вот что-то подобное. Но в процессе у меня получилось целое ожерелье. Но, в общем-то, для декора пиджака вот по краю в стиле Шанель вот можно связать бусинки в один ряд. И они тоже очень красиво украсят любой костюм или манжетик. Очень красиво могут смотреться вывязанная такая вот тесемочка. Пробовала использовать разного цвета бусинки. Тоже интересное решение. Очень нежно, красиво. Все это может быть на украшение на каком-то летнем изделии. Может быть, просто вот вывязать полностью маечку такую нежную, ажурную. Дырочки могут быть больше. То есть бусинки тоже могут быть больше. Я хотела вам показать принцип, что это возможно. Потому что лично сама раньше я как бы всегда был стереотип, что бусинки надо обязательно иголочкой пришивать. Но вот у меня получилось их вот крючочком вот так регулярно, аккуратно вывязывать. Причем это достаточно быстро, без каких-то особых
проблем, схем. Это все очень просто и легко провязывается, вывязывается. Но можно, конечно же, попробовать, если кто-то любит вязать крючком. Ну, конкретно в моем случае я больше люблю вязать спицами. А если и вязала крючком, то, как правило, я связываю детали, которые вывязаны спицами, я связываю в изделие крючком. А тут у меня уже возникло непосредственно желание вот поиграться крючком, прочувствовать его потенциал, возможности. Вот он смог мне помочь воплотить мою идею в жизнь. Вот именно крючок справился с этой задачей. Но вот опять же повторюсь, главное найти максимально, который только возможен, маленький, тоненький, аккуратненький крючочек. Тут его даже практически не видно, вот этого крючочка. Он настолько маленький, такой нежный крючочек, как иголочка. Ну, девочки, кто ищет, тот найдет. Я нашла в магазинах города, обошла и вот подобрала себе такой крючок. Сейчас я вам хочу показать, как можно крючком создать из бусин, из ниточек вот такие красивые ожерелья, вот такие оригинальные детали для того, чтобы украшать ими нашу одежду. Стоило мне начать вывязывать крючком вот конкретно для моей блузы ожерелья, как тут же параллельно возникли другие желания. Вот, к примеру, создать вот такие манжеты. Параллельно с манжетами могут быть бретельки. То есть, ну, тут же процесс пошел. Оно такое вот прямо воздушное, нежное, такое, ну, просто очень-очень красивое. То есть вот сделать такие интересные манжеты или какую-то вставку на платье. Сразу платье зазвучит нарядно, тем более, что это реально очень просто. И преимущество заключается в том, что бусина, она не пришита, она ввязана. То есть здесь вот все прочно. Здесь вот нет риска того, что бусинка оторвется. Цельная такая получилась красивая структура. Бусина наша обвязывается и смотрится гармонично, регулярно. Я попробовала вот такую вязку. Ну, наверное, девочки, которые вяжут там красивые платки, скатерти, салфетки, наверное, они смогут бусины ввязывать в какие-то более сложные схемы, потому что порой смотришь на вывязанные чудесные какие-то потрясающие узоры, достаточно с объемными дырочками, ажурными, и вот просто туда прямо просятся какие-то вот дополнительно бусины или камушки для того, чтобы еще более красиво сделать это изделие. Очень красиво могут быть такие, как погончики или лампасики по блузе. То есть потенциал подобного творчества, на мой взгляд, очень велик. Приступим к вязанию нашего ожерелья. Ну, я делаю первую петелечку. Вот, я ее
одеваю на крючочек и вывязываю, не считая вот эту вот нашу первую, я ее не считаю, я вывязываю 3 петли, цепочку из 3 петель. Вот 1, 2 и 3. И теперь мы берем бусинку, одеваем на наш крючок, вот, и ввязываем, проходим ниточкой через бусинку, вот, протягиваем ниточку, вот мы протянули, и у меня на крючке вот 2 петелечки. И следующим шагом мы должны объединить наши 2 петельки в одну. Вот я провязала, и бусинка у меня оказалась уже на моей цепочке. Сейчас я провязываю еще 3 петли. Вот 1, 2 и 3. И беру следующую бусинку. Вот провязала уже 2 бусинки, ввязаны в мою цепочку. Так, дальше. Опять 3 петли, 1, 2 и 3. Третья бусинка. То есть я набираю наши петли, сразу ввязывая бусинки. Ну и соответственно, какое вы ожерелье из 3 ширина из 3 бусинок или из 4, из 5, из 10, это уже вам решать. То есть я хочу вывязать из 5 бусинок для образца, чтобы показать. В одном ряду у меня будет 5 бусинок. Вот я провязала нашу бусинку, вот, ниточка через нее прошла, и объединяю 2 петелечки вместе одной. Вот я объединила, и теперь провязываю 3 петли. 1, 2 и 3. Уже 3 бусинки висит у меня на моей цепочечке. Значит, мы можем вывязывать 3 бусинки и вывязывать длинную ленточку из 3 бусинок. Можем вывязать длинную ленточку из необходимую, допустим, ряд, и потом набирать вот как здесь. То есть принцип мы можем вязать, набрав длинный ряд, а можем вязать, набрав короткий. В зависимости от того, как вам удобнее вязать. Но мне кажется, что лучше вязать небольшой участок, вывязать, допустим, в ряд 5-6 бусинок, и потом вывязывать ленточку необходимой длины, потому что в процессе вязания вы уже будете точно понимать, какая вам нужна длина. Потому что оно немножко такое все воздушное, пружинищее. И если вы, допустим, сразу набрали нужное количество, вот длинную ленточку провязали, вы можете не угадать. И вам придется потом еще там может не хватить, или оно в процессе растянется, будет сильно длинное. То есть нам лучше вывязать ширину нашего манжетика или там нашего колье,
а потом вывязывать уже любой длины. То есть вы в процессе поймете, сколько вам нужно еще довязать, чтобы четко выложился вот этот вот наш или же браслет, или манжет. То есть уже, чтобы не ошибиться окончательно с длиной нашего украшения. Вот, поэтому в данном случае вот мы вывязали 3 бусиночки. Ну, можно вывязать больше, допустим, 5. Я вывязываю. Вот 4 бусинки повисло. И снова провязываю 3 петелечки. 1, 2, 3. Так. Еще 5-ю бусинку провяжу. И будем разворачиваться во второй рядок. Так, 1. Объединяю 2 наши петельки вместе. Так, значит, вот у меня на моей ниточке повисло 5 бусинок. Теперь, чтобы мы развернулись и начали вязать второй ряд, мне необходимо провязать не 3 петелечки, а больше. Мне нужно провязать 4 петельки. Это именно на повороте. На повороте вот я вывязала 1, 2, 3 и 4. И теперь я беру бусиночку. Эта бусинка уже будет во втором ряду. Вот первый ряд у меня закончен. Первый ряд из 5 бусинок. Вот я провязала поворотных 4 петли и ввязываю первую бусинку во втором ряду. Так. И здесь вот я провязала первую петелечку и делаю еще одну петелечку. Вот сделала 2 петельки, вот у меня. И я сейчас прохожу, вот у меня между бусинками было вывязано 3 петельки. И я вот во вторую посерединочке протягиваю, вставляю крючочек и протягиваю петелечку, и теперь объединяю 2 вместе. Вот, значит, это у меня первая бусинка во втором ряду появилась. Теперь я еще делаю одну петелечку и беру вторую бусинку. Ввязываю объединяю. Так, вот я объединила. И дальше я ввожу во вторую петелечку между следующими 2 бусиночками. Вот это моя петелечка. Сейчас я ее нахожу. Вот она посерединке получается. И еще раз провязываю. Так, берем бусинку
протягиваем через бусинку первая петля. Во время того, как протягиваю через бусинку, ниточка может немножко скручиваться, но это бывает редко. Вы приспособитесь, и у вас будет все получаться быстро. Так, дальше мы практически уже довязываем второй рядочек. Так. И потом в конце делаем снова 4 петельки поворотных и поворачиваемся на третий ряд. Заканчиваю второй ряд. Вот у меня последняя бусинка во втором ряду. Обвязываю ее. Сейчас протягиваю. Так, раз, два, 3, 4. Так, вот у меня уже вывязалось 2 рядочка. Ну, пока 2 рядочка, они как бы друг к другу сжались, но мы уже видим регулярность, уже мы видим, как бусинка над бусинкой. Сейчас я приступаю к третьему ряду. На повороте я вывязала 4 петелечки, косичку нашу, и взяла бусинку, провязываю бусинку. Это первая бусинка в третьем ряду. Так, вот я ее провязала и обвязала. Соединила 2 петелечки в одну и провязываю 1 и 2 и нахожу так серединочку между 2 бусинками, сюда попадаю, вот. Вот мы приступили к третьему ряду. Ввязываю вторую бусинку в третьем ряду. Вот. Достаточно быстро мы продвигаемся. 1, 2. Ну вот я своим примером хочу показать, что в общем-то все очень просто, и каждый может вывязать подобное или что-то другое, какой-то сложнее узор. То есть мне понравился такой узор регулярный, а может быть кто-то захочет вывязать себе узор по кругу какой-то такой из бусинок беретик или шапочку. То есть тут уже зависит от вашего желания. Я показала, что в принципе возможно вот так вот без труда ввязывать бусиночки в вязку крючком.
Вот бусинка над бусинкой формируется уже наша вязка. Можно вывязать себе чокер на шею, потому что вязка получается такая пружинищая, то есть она не будет сдавливать, допустим, по шее, она не будет душить, она пружинит. Сзади сделать крючочек, и вот такое красивое нежное украшение. Продолжим наш процесс. Третий рядок я довязываю. Конечно, уже красиво это смотрится, когда вывязано 5 или 10 рядов. Тогда вот, ну вот как здесь вы видите. Еще раз хочу попросить профессионалов в вязании крючков, не судите строго. Я модельер одежды, поэтому вязание крючком это не мой профиль. Но я люблю пробовать и разбираться в разных процессах. Мне нравится и вышивать, и делать мережку. То есть мне все это нравится. Нравится использовать это все в своих изделиях, в своих коллекциях. Главное не забывать на повороте после провязанного ряда вывязать 4 петли, потому что эта 4-я петля, она позволит нам не затянуть боковую вот эту нашу линию, то есть она нам дает равномерную вязку со всех сторон. Ну что, 3 ряда мы закончили, ну а остальные ряды мы провяжем по такому же принципу. Дорогие друзья, я надеюсь, что наш такой эксперимент с крючком вам понравился, найдет воплощение в вашем творчестве, и что-то вы начнете крючком ввязывать в ваши изделия. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. До новых встреч на канале Мода с Владанной. Всего вам доброго!